Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн рубрика «5 минут с искусством». С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова, и моя собеседница, редактор глянцевого издания Мария Авилова. Всем привет! Как говорил Ромен Ролан, горе тому художнику, который хочет показать свой талант, а не свою картину. Однажды летом, в середине 20 века, известный художник Джексон Поллок сел в пьяном виде за руль и не справился с управлением. Его новенький автомобиль съехал в кювет и врезался в два рядом стоящих вяза. Помимо него в машине были его любовница и ее подруга. От удара Джексон Поллок скончался на месте. Так закончилась жизнь одного из самых прославленных художников, который, кстати, изменил весь ход развития современного искусства. Очень яркий, надо сказать, образ гениального художника, который чаще у нас ассоциируется с образом бедного молодого человека, сидящего в мастерской, запершегося наедине со спиртными напитками. Доля правды в этом стереотипе, конечно, есть, но всего лишь доля. На самом деле романтизация фигуры художника начала происходить только после начала эпохи Возрождения. До этого художники это были, в принципе, ремесленники, которые зачастую ставились наряду с аптекарями, поскольку тоже работали с травами и красками. Но на самом деле всегда были те, кто был не понят современниками, и те, чья гениальность признавалась даже теми, кто жил с ними рядом. То есть, получается, до эпохи Возрождения гениальных художников как бы не было? Ну, мы не можем утверждать это так вот уверенно, потому что до эпохи Возрождения искусство в массе своей было анонимным и коллективным. То есть работы не подписывались. Плюс оно было религиозным и служило культовым целям. И даже те имена, которые мы знаем, ну, например, Джотто или Феофан Грек, мы понимаем, что они работали именно в русле религиозной тематики. И все же, кто он, гениальный художник? Ну, гений, в принципе, это человек выдающихся интеллектуальных способностей, к тому же, который обладает творческой плодовитостью и оригинальностью. Как правило, деятельность гения связана с достижениями или открытиями в какой-либо сфере знаний. Но чтобы быть гениальным художником, мало быть просто высококлассным рисовальщиком. Нужно еще быть разносторонне развитым и широко образованным человеком. И, конечно же, первый, кто приходит на ум из гениев в таком случае, Леонардо да Винчи, конечно. да, но он знаком нам по кинематографу, просто кто не знает Леонардо да да Винчи. Да, совершенно верно, о нем слышали, скорее всего, даже те, кто к искусству не имеет никакого отношения и никак им не интересуется. Дело в том, что Леонардо был много больше, чем просто художник. Наверное, нет ни одной сферы деятельности того времени, в которой бы он не отметился. Он был и писателем, и скульптором, и математиком, и изобретателем, и музыкантом. Ну, в общем, все, что можно было, он делал. Но при этом большую часть жизни он прожил относительно небогато. Все потому, что он делал не то, что ему заказывали, а то, что он считал нужным, то, что он хотел. Плюс он не был очень уж плодовитым художником. Мы знаем его гениальные работы, но на сегодня где-то примерно около 30 работ, относительно которых можно с той или иной степенью вероятности сказать, что да, их автор Леонардо да Винчи. Ну и, конечно, и самое популярное, самое известное – это портрет Моны Лизы или Джоконды. Почему он считается гениальным шедевром? Да, Мона Лиза, пожалуй, самая известная работа Леонардо да Винчи. Более того, известно, что он не расставался с ним до конца жизни. Почему? Есть разные версии, потому что на самом деле гениальные художники редко бывают до конца поняты как современниками, так и потомками, но название работы нам напрямую говорит о том, кто изображен на портрете. Да, это была жена его друга Лиза Герардини в замужестве Дель Джоконде. Да. Но ни в одном источнике нет стопроцентных сведений о том, что картина, которую мы знаем как Джоконда, и портрет Лизы Герардини – это одна и та же работа. Да. Поэтому версии всегда выдвигалась масса, вплоть до того, что это изображение матери художника. Или студенты, да? Да, мужчина переодет в женщину, автопортрет самого Леонардо. Ни одна из версий не имеет стопроцентных доказательств. Ну, как бы то ни было, портрет Моны Лизы считается просто совершенным и с технической, и с художественной точек зрения.
Это так, потому что в этом портрете Леонардо применил ряд новшеств. Сама работа написана на тополиной доске масляными красками. Он использовал технику многослойной живописи, которая требует от художника не только опыта и мастерства, но и очень большого терпения. Сам портрет небольшой, 77 на 53 сантиметра, и по каким-то причинам он обрезан по краям. Возможно, было так удобнее его возить с собой. Художники, я так вижу. Никто не знает. Да. Что касается новшеств, во-первых, это поза модели. То, что она развернута под углом, ну вот как мы с тобой, да, лицо смотрит прямо на зрителя, позволило да Винчи придать портрету движение, да, такой эффект движения. Потом фон. Как правило, до эпохи Возрождения портрет не считался значимым жанром, и портреты писались просто на темном фоне. Леонардо использовал горный пейзаж, который придал этому портрету, ну, такую монументальность. Ну, конечно же, улыбка Джоконда, которую только, я не знаю, кто не говорит и песни не пишет. Да. На самом деле улыбка, да, была новшеством, потому что таким образом Леонардо показывал внутренний мир модели, да, ее характер, настроение, ну что-то такое. И, конечно же, одно из гениальных новшеств – это эффект сфумато. Это техника, изобретенная самим Леонардо, которая позволяет видеть лицо живого человека, которое меняется. И если учесть то, что масляные краски не растушевываются, их невозможно растушевать, а даже под микроскопом на портрете нет следов от линий мазков, то, конечно же, техника Леонардо не только новая, но и совершенно гениальная. Ну хорошо, с Леонардо да Винчи все более-менее понятно, как и с другими гениальными художниками, и Пикассо, и Ван Гог, и Рембрандт, ну и ряд других, но мы все время говорим о том, что среди них нет женщин. То, что получается, среди женщин нет ни одного гения? Ну, с женщинами-художниками вообще очень интересная история, да, конечно же, они существуют, но их положение, скажем так, и права были совершенно разными на протяжении истории. В античности занятие искусством в принципе считалось абсолютно мужским ремеслом. В средние века женщина могла заниматься живописью, уйдя в монастырь. Либо замужняя женщина могла творить под именем мужа. Да. Вот, плюс, как мы уже говорили, искусство средних веков анонимно, да, потому мы по большей части не знаем и мужчин, не только женщин. В эпоху Возрождения, когда художник уже стал больше, чем просто ремесленник, да, получил почет, уважение, и считалось, что он наделен божественным даром, а Бог мужчина, то, конечно же, своими талантами он мог делиться только с мужчинами и никак не с женщинами. Плюс женщинам был запрещен вход, доступ в образовательные художественные учреждения, поскольку женщине нельзя было видеть нагого мужчину, ну и, соответственно, изображать его. Хотя надо сказать, что, конечно же, были женщины-художники, которые знали строение тела и писали его не хуже мужчин, но были они по большей части женами или дочерьми мужчин-художников, которых обучали в своих мастерских. Плюс вплоть до 19 века, вернее, даже в 19 веке, женщинам еще было запрещено получать официальное образование в сфере искусства и культуры. Ну а что же на сегодня? Ведь если мы посмотрим на список самых дорогих и известных художников современности, получится, что даже не увидим в топе 25 ни одной женщины. Это так. И ответа на этот вопрос на самом деле не существует, хотя вот многие люди этим задаются. После 70-х годов прошлого столетия, феминистических движений, да, женских, положение женщин в искусстве значительно улучшилось. Но, тем не менее, если мы посмотрим на экспозиции музеев во всем мире, мы увидим, что большей частью там все-таки представлены мужчины. А, как мы знаем, ценностное представление об искусстве у людей формируется именно этими институциями. Более того, даже работы женщин-художниц оцениваются в среднем на 30% дешевле, независимо от того, что они могут быть такого же качества или уровня. Ну вот интересно, если бы знаменитые картины, которые написали художники-мужчины, были бы написаны женщинами, были бы они также известны? Это очень интересный вопрос, да, и именно он был поднят в 2009 году на выставке в центре Жоржа Помпиду в Париже. И это была первая европейская выставка, 2009 год.
посвященная полностью творчеству женщин-художников. Ответа на этот вопрос не нашли ни тогда, ни до сих пор. Получается, что и по сей день существует стереотип, что гениальность присуща только мужчинам, хотя разницы в технике живописи или в мастерстве написанные полотна женщинами или мужчинами не существует. По большому счету нет. Будем надеяться, что в будущем все-таки оценка мастерства художника не будет зависеть от его гендерной принадлежности. На этом наша пятиминутка окончена. Помните, что искусство нам дано, чтобы не умереть от истины. Всем пока! С вами была Наталья Ливанова и Мария Авилова. До новых встреч на канале. Я вам расскажу одну историю. Неправильно. Фу. Я не собиралась рассказывать вам одну историю. Никаких историй.